Всем привет! С вами Михаил, драмер Savage Target, и сегодня у нас на обзоре второй альбом группы Possessed, не ставший классикой, но по-своему хороший, Beyond the Gates. Услышал эту группу в 92 году, в разгар моего увлечения дэт-металом. Я много слышал о ней, но саму группу никогда не слышал. И как только появилась возможность записать кассету, я сразу это сделал. Закатал сразу оба альбома. Пришел домой, включил кассету, и Seven Church сразу, как паровоз, проехался по мне. Ожидая продолжения банкета, я перевернул в сторону Б, Beyond the Gates, и немного прифигел. Сразу скажу, что альбом мне показался невзрачный, просто с какими-то интересными моментами. Раскрылся не сразу, потому что в то время я предпочитал укатываться все-таки Seven Church. Так в чем же проблема этого альбома? Ну, конечно, этот мутный, плохо разборчивый звук, который абсолютно не качает. И альбом быстро утомляет из-за этого. Ну, как же могла эта группа связаться с этим продюсером Карлом Кеннеди, когда они уже сделали шедевральный Seven Church с Рэнди Бернсом? Как говорит Джефф Бессера, они хотели продолжать с Рэнди Бернсом, но он был уже занят к тому времени с Megadeth, и группе ничего не оставалось, как взять себе Карла Кеннеди. Чем это было мотивировано, я до сих пор не понимаю. Хотя продюсер это в принципе неплохой. Он, как вы знаете, сделал первый альбом Антракса, соответственно, первые два. Плюс работал еще с Exciter над Violence and Force и что-то еще делал. На вопрос, почему так все плохо с продюсированием этого альбома, Карл Кеннеди ответил вот что. С этим альбомом многое пошло не так. Я использовал инженера, который не увлекался металлом. Я записал барабаны с слишком большим эффектом комнаты. Я не давал им играть вместе вживую, писал их наложениями с повторением партий. Это была большая ошибка. Они были молоды и в то время не очень хорошо повторяли свои партии на записи. Барабанщик имел проблемы с ровной игрой, но парни все равно неплохо попадали в него. Я убрал элемент живой записи, и они потеряли свою магию. Вокал был лучше, чем раньше, но не особо музыкальным. Я был смущен и чувствовал себя нехорошо с группой. Я старался изо всех сил и просто не достиг цели. Мы записывали альбом во время пасхальных каникул, потому что Ларри еще учился в средней школе. Отличные ребята, но даже мастеринг был испорчен, и эта последняя работа просто убила нас. Вот такие тяжелые новости. Или уже далеко не новости. Между тем напоминаю, что это был все-таки 86-й год, не 85-й. В 86-м году многие стали так газовать, что Possessed остался позади. Если брать этот альбом сейчас, то это такой старомодный, уютный трешняк. Со своими приколами. Особенно их много в гитарной работе. Самый молодой участник группы, Ларри Лалонде, начал тут тоже принимать участие в сочинительстве и написал одни из лучших треков. Это Tribulation, Phantasm и Seance. Очень круто слушаются. И, пожалуй, они мне даже больше нравятся вещей, чем которые написал Майк. Барабанщик, конечно, здесь немножко подтянулся, но он все равно очень сильно косит. По-моему, в Restless Dead он просто очень сильно даже сбивается. Ну, эти фишки, они как бы создают своеобразную атмосферу этого альбома. Она оседает в себе.
ты к этому привыкаешь и уже начинаешь это воспринимать как без особых ожиданий. Не ждешь этого альбома, принимаешь его таким, какой он есть. Да, он где-то кривенький, звучание не напористое. Вокал Джеффа почему-то здесь очень расслабленный, и такое чувство, что он даже не пытается здесь поддать энергии. Такое чувство, как будто ему самому здесь неинтересно. Не знаю, чем это вызвано, но создается именно такое впечатление. Если брать в купе с этим винилом, то ощущение прямо очень хорошее. То есть стильно оформленный винил с большим разворотом, я его позже покажу. Отличная обложка от Эдди Репки. Все очень проработано, то есть нарисована сама обложка, задник также тут огонь рисованный, я смотрю. И, соответственно, внутренняя большая иллюстрация, очень атмосферная и прикольная, но мы ее посмотрим позже. И вот в купе все эти штуки, если вы, конечно, можете воспринимать старорежимный трешняк, то в купе это даже можно назвать таким забытым бриллиантом. Альбом Альбом Beyond the Gates вышел на Хэллоуин 1986 года. Джефф Бессера говорит, что это получилось случайно. Не знаю, верить ему или нет. Группа здесь уже представила в отличном шматье, полностью проклепанном. Как говорит сам Джефф, они очень трепетно к этому относились, ездили в магазины, скупали цепи, заклепки, шипы и часами все это делали. По альбому что еще хочется сказать? Мне нравится интро, такое спокойное, после которого ждешь натиск. Сам натиск, конечно, немножко слабоват здесь, но Heretic очень хороший трек. Потом идет просто отличнейший Tribulation, супер трек March to Die и один из моих любимых треков Phantasm. То есть я считаю, первая сторона просто супер. Если бы еще и звук чуть подтянуть, так это вообще просто шедевр был. Вторая сторона, тут уже идет No Will to Live. Честно говоря, терпеть не могу эту песню, она очень занудная и очень долго длится. Beyond the Gates — это шедевр, просто отличный риф, напоминает мне рифа Слэйра с Rain in Blood. Beast of Apocalypse, чуть-чуть хуже, но тоже хорошая. Сеанс — отличный трек. Restless Dead, такое что-то. А вот Dogfight, это коротенькая закрывашка. Я знаю, многим она не нравится, но меня почему-то она жутко прикалывает. После вот такой слабой песни, как Restless Dead, вдруг такая, не пойми что, но очень атмосферная. Так что я считаю, ребята хорошо закончили этот альбом, вот именно этой инструменталочкой Dogfight. Сейчас покажу вам пластинку. Вот такой шикарный арт альбома. Вот что Джефф Бессера говорит по этому поводу. Изначально мы просили комбат создать дьявола или демона, пасть которого открывает врата ада. И надо отдать им должное, они придумали обложку для Beyond the Gates. На этот момент это была их самая дорогая обложка альбома, когда-либо созданная.
Остается добавить, что интро к этому альбому написал сам Карл Кеннеди. А на этом у меня все. Всем удачи и пока.